Сегодня я хочу поговорить про дораму «Игра в кальмара». Сюжет в драме довольно простой. Есть группа людей, оказавшихся, так сказать, на социальном дне из-за своего плохого финансового состояния. Им предлагается опция поиграть в игры и заработать денег. Потом оказывается, что это детские игры, а самым интересным оказывается то, что это игры на выживание. И в конце останется только один человек, который и заберет главный приз. Скажу честно, для меня это абсолютно не новая концепция, потому что я уже разбирал Алису в пограничье на этом канале. Я уже упоминал Королевскую битву как прародитель вообще, в принципе, жанра игр на выживание, где остается победителем только один. Да, по ходу сюжета в игре в кальмара мы узнаем, что есть еще богатые люди, которые делают ставки и смотрят на это все. Ну, это мы уже видели. Мы видели это в попсовых голодных играх, например, или гипертрофировано прям до омерзения в хостеле. Я прям вспоминаю, мне прям плохо становится. Ну, с хостелом это роднит то, что богатые платят деньги на то, чтобы посмотреть, как бедные страдают. То есть концепция, ну, прям, скажем, не совсем новая. Пожалуй, главным отличием игры кальмара от всех перечисленных фильмов все-таки будет добровольность участия. То есть игроки имеют опцию выйти, они имеют опцию не играть в эти игры. Да, они останутся без денег, но они останутся живы. Но раз за разом игроки возвращаются. Их становится меньше, игры становятся более жестокими, но они возвращаются. Да, это действительно отличает все то, что я перечислил до этого, потому что и в Королевской битве, и в Пиле, и в Хостеле, да даже в Алисе в пограничье участие было непринудительным, оно было против воли участвующих в ней игроков. Скажу честно, для меня эта дорама не была открытием, она не произвела на меня какого-то сильного впечатления. Ни актерская игра, ни какие-то визуальные ходы, ничего из этого не могло заставить меня сказать, что это вау и прям рекомендацион к просмотру. Идеи уже были, как-то игры мне не были интересны, все это такое. Но поговорить я хотел бы немножечко о другом. О двух мыслях, на которые натолкнул меня этот сериал. Мысль первая, она более субъективная, куда более субъективная, чем мое мнение. Это то, какое количество идей и смыслов я получаю из художественного произведения, тратя на него свое время. И вторая, она менее субъективная, это роль мемов и, так сказать, хайпа для популяризации какого-либо произведения. Начнем с более субъективного. Дорама «Игра в кальмара» длится 10 часов. 10 часов – это много. Там каждый эпизод идет по часу. К третьему эпизоду я уже окончательно понял, что этот сериал не мой, он мне не интересен, и поэтому некоторые моменты я просто там на ускоренном просмотре смотрел. Извините за тавтологию. За 10 часов количество идей, которые я подчеркнул из этого сериала, минимально. Бедные люди готовы на все ради денег? Не новость. Богатые будут платить за издевательство над бедными? Не новость. Возможно, есть хорошие люди, которые будут помогать друг другу? Не новость. Люди могут помогать друг другу в трудной ситуации. Люди способны предавать друг друга, даже если они до этого клялись ему в верности. Честно говоря, будь дорама в половину короче, вырежи из нее, например, абсолютно бестолковую сюжетку с детективом, она бы только, наверное, выиграла, потому что 10 часов жизни потратить на такое количество идей, не самых, кстати говоря, новых, это в моей системе ценностей это чересчур, это прям очень завышенная цена. Только поймите меня правильно. Я не говорю о том, что мне искусство что-то должно, или художественное произведение что-то должно, вынь да положь идею за минимальное количество времени, или что я должен брать скальпель какой-нибудь философской концепции, отсекать им все ненужное. Я говорю о том, что сейчас слишком много художественных произведений каких-либо заворачивают простые идеи в очень много слоев обертки, которые не требуются для этого. Да, есть художественные произведения, которые просто приятно визуально смотреть. Они несут какой-то концептуальный, прям важный нагрузки, но они эстетически красивые, за ними хочется следить, их хочется пересматривать. Или есть фильмы, да, в которых тоже есть какие-то идеи, которые скрыты под менее сложными концептуальными какими-то упаковками. Просто мне, честно говоря, было бы обидно, да, отсмотреть 10 часов сериала, потратить 10 часов своей жизни и получить вот это. То есть за 10 часов я реально могу посмотреть куда большее количество других вещей, где просто убрано все лишнее, и научиться, и
возможно, даст стать лучше за счет этого, за счет материала из других художественных произведений, чем за просмотр одного сезона в 10 часов. Со второй идеей куда поинтереснее обстоят дела, потому что я игру в кальмара посмотрел из-за тиктоков. То есть тиктоки на тему игры в кальмара просто у меня шли подряд в ленте, я не понимал, что происходит, почему, какие-то игры, какие-то костюмы, что за фигня. Я сел смотреть. И вот давайте честно, если бы не мемы, если бы не ТикТок, хрен бы кто смотрел игру в кальмара. Мне такое ощущение, что сериал был прям снят так, чтобы завируситься, потому что входной порог, ниже некуда. Легко воспроизводится костюм любого из персонажей. То есть ты просто одеваешь зеленый спортивный костюм, белые кеды, ты участник игры. Ты одеваешь розовый костюм и лицо какой-нибудь затягиваешь тканью, на ней рисуешь геометрическую фигуру, ты надзиратель. Просто воспроизвести игры для челленджей в ТикТоке элементарно. Да, там сладости эту сделать. Сколько кулинарных рецептов-то появилось, как сразу сделать эту сладость, причем как хороших, так и плохих, и над плохими смеялись, фейлы переделали, это вирусилось еще больше. Или игра вот эта с зеленый-красный свет, опять же, она элементарно в повторении, она элементарно в мимизации, скажем так. То есть сразу появились шутки вокруг того, почему люди бы срывались с места и танцевали, например, под музыку. Или как бы их спасали, или как бы они бы предавали людей, которые им не нравятся в этих играх. Концепции простые, все просто, прям вот просто бери и делай. И за счет такой доступности игра в кальмара завирусилась. TikTok, конечно, абсолютно удивительная платформа, позволяющая любому вообще контенту не то что сразу обрести аудиторию, а если даже контент умер и был создан, например, по меркам интернета, 5 лет назад, это много. 10 лет назад это охренеть как много. Но благодаря ТикТоку производится какой-то обряд воскрешения, и он снова играет. Челленджи в ТикТоке повторяют друг друга раз в год, в полтора. Прям стабильно. Они обретают новую кровь, да, и играют по-новому. Просто воспроизводимость контента поражает. И есть люди, да, которые до сих пор отрицают ТикТок, кто я такой, чтобы их осуждать. Но отрицать тот факт, что ТикТок просто дает бешеное количество мемов, за счет которых можно раскрутить что угодно, это глупо. Вот со всей своей субъективностью я могу сказать, что это глупо. ТикТок — это просто бешеная машина. Я обожаю эту платформу, и игра в кальмар — это отличнейший пример того, как все сработало. Реально нам дали простой, доступный материал, который легко переварить, который легко понять. Люди это увидели, им понравились какие-то идеи, они стали их воспроизводить в своих ТикТоках, воспроизводить их в мемах, в Инстаграме, в Твиттере, ВКонтакте, где угодно, на Reddit. И это выплеснулось, и это стало популярным. Мемы захватили еще больше людей и привели их в сериал. Просто мемы крутятся, лавеха мутится. Даже если посмотреть просто интервью с создателями, они не ожидали, что будет такой фурор. Netflix не ожидал, что будет такой фурор у сериала. Алиса в пограничье, которая точно так же спонсировалась Netflix, просто прошла мимо радаров, хотя я считаю, что она лучше. Поймите, опять же, меня правильно. Я не запрещаю вам любить игру в кальмара. Кто я вообще такой? Я просто какой-то чел из интернета. Смотрите, что хотите, наслаждайтесь, чем хотите. Это просто мое мнение. Но, честно говоря, в игре в кальмара меня куда больше впечатлили мемы и воспроизводимость контента благодаря ТикТоку и как это все сработало, нежели чем сама дорама.